Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. У нас идет все по плану. Все у нас идет по плану. Происходит коррекция на крипторынке, так как мы с вами это и рассматривали. Потому как после того, когда зачастую индикатор Hash-Ribbons у нас дает сигнал на покупку, у нас происходит коррекция. Зачастую была коррекция, начиная от 10 до 25% на биткоине. И давайте мы посмотрим, сколько это у нас может быть. 25% на биткоине. Ну, это, конечно же, падение очень сильное. Берем биточек, открываем дневку. У нас здесь есть сигнал. Вот у нас сигнал на покупку. Притом он здесь произошел у нас таки двойной сигнал. И нас интересует, конечно же, неделька, чтобы уже быть все это дело, чтобы было поточнее. На недельке это было 19 мая. Если быть поточнее, то сигнал был 24 мая в час ночи. И у нас может быть здесь коррекция. Здесь может быть коррекция вплоть от 10 до 25%. Ну, 20%, 25% это у нас цена биткоина 86 тысяч долларов. Но я думаю, что самое важное, нам нужно удержать, это линия POC. По объемам мы видим здесь огромные объемы в этом блоке проторговки. Притом на недельке. И этот блок у нас начинается еще с ноября 2024 года. То линия POC у нас проходит вот здесь, вот в диапазоне 96 тысяч долларов. А давайте-ка мы еще обновим здесь объемы, потому как мы их давненько здесь не обновляли. Это мы здесь все дело почистим. Все вот эти вот блоки, стрелочки мы уберем, чтобы все было четко, хорошо видно. И в принципе, обновим мы объемчики. Вот так вот раз по эту недельку. Что мы видим? Линия POC у нас остается неизменяемая. 96 300. 96 300. И я думаю, что нам нужно удержать этот блок. Конечно же, потом у нас следующий блок поддержки будет где-то в диапазоне 87 тысяч долларов. Ну, 87 это нам очень низко, конечно же, падать не особо хочется, чтобы мы туда отлетели. Ну, и еще было бы неплохо, чтобы мы удержали диапазон 103 тысячи долларов. 103 тысячи долларов, чтобы у нас здесь произошла небольшая коррекция. Такая вот, допустим, рост, небольшая коррекция, потому как биток может даже скорректироваться и 10%, так 103, 101, 102 тысячи долларов за колом, и дальше у нас произошел бы рост. Это было бы просто шикарно. Но дадут ли такой сценарий, непонятно. Мы не исключаем то, что у нас будет здесь вот коррекция в блок поддержки, это линия POC по объемам, она проходит у нас 96 тысяч долларов, и только потом у нас будет здесь to the moon. В принципе, вот так вот. Посмотрим, понаблюдаем. Выставим 96 тысяч долларов. Я думаю, что мы удержим данный диапазон, но если, конечно же, мы его и не удержим, будем куда-то ниже опускаться, особо паниковать не нужно, потому как биток может даже скорректироваться вплоть до 20%. А 20% это у нас будет диапазон 89 тысяч долларов за биток. Также у нас есть здесь небольшой гэп в диапазоне 91 тысяча баксов. Мы его можем отметить. Такой вот маленький небольшой гэпчик у нас там есть. Он маленький гэп. И его могут, конечно же, прикрыть. Его могут прикрыть и вот этим вот сквизом могут дать вот сюда, просто каким-то фитилем. Можно поставить там какие-то ордера на откуп битка. Ну, это все дело может у нас отработать на протяжении нескольких дней. Также у нас будет здесь формироваться месячная свеча. Ну и зачастую, конечно же, если закрывается месяц, то есть какой-то фитиль. Вот у нас был здесь огромный фитиль, здесь поменьше. Здесь вообще маленький фитиль. И понятно, что месяц закрывается буквально послезавтра. Притом у нас припадает это все дело на субботу-воскресенье. Фитиль у нас уже здесь сформирован. Но бычье такое поглощение у нас произошло. Вот это вот весь вот этот вот блок фитилей был поглощен
буквально за май месяц. Также, если июнь у нас откроется, мы можем увидеть откат каким-то фитилем. Вот как, допустим, у нас здесь тоже был фитиль. На сколько процентов у нас здесь был откат? У нас здесь был откат на 5%. Мы сможем увидеть здесь откат небольшой. И в течение там первой, второй недели у нас будет проторговка, и мы уйдем выше. Ну, нужно понимать, что буквально вот эти вот 2 недельки будут решающие для биткоина. Погрузится ли с текущих биток на более глубокую коррекцию, мы, конечно же, этого не знаем. Ну, и, конечно же, Hashribbons дал сигнал, на месяце его не видно, на месяце только видно вот у нас в июле 2024 года, здесь у нас нету никакого сигнала, он только на недельке есть. На недельке он, в принципе, тоже довольно неплохо отрабатывает. Последний раз у нас был в марте 2025 года, отработал, май 2025 года, лето 2024 года. Здесь была огромная капитуляция на протяжении длительного периода времени. Вот. И погрузимся мы ли на глубокую коррекцию, как это было, допустим, после сигнала от Hashribbon, да, летом. И здесь у нас был длительный период времени коррекции. Просто на все это дело у нас ушло 98 дней. После сигнала прошло 98 дней, и только потом мы увидели to the moon. Очень сильно мурыжили летом 2024 года. Будут ли здесь мурыжить? Непонятно. По временному интервалу у нас, конечно же, цикл еще не закончен. Я неоднократно вам показывал то, что у нас есть еще время для того, чтобы прийти к завершению цикла, а это конец лета. И тут, в принципе, логически подумать, если будут мурыжить до конца лета, то дальнейший рост будет, наверное, только осенью. Ой, извиняюсь, я так спать хочу, что это просто капец. Аж позихаю. Дальнейший рост у нас будет только, наверное, осенью, не ранее. Но я, в принципе, предполагаю то, что у нас все-таки летом что-то должно произойти. Также один из негативных результатов, который у нас присутствует, это закрытие лонгов. Очень быстрое закрытие лонгов. Вчера мы видим, опять же, закрытие лонгов по эфириуму. Смотрим то, что 6,5% было закрытие. А эфириум, в принципе, вообще ничего не показал. Он, в принципе, ничего абсолютно не показал. Он, в принципе, ничего у нас не показал относительно доллара. Мы, если посмотрим относительно доллара, то эфириум у нас, здесь конкретная слабость. Мы вышли с треугольника. MACD у нас здесь потихоньку разгрузился. Стохастик тоже, в принципе, разгрузился. И у нас вчера здесь была волатильность. Такой себе ложный выход с треугольника. Сейчас пошли в нижнюю часть треугольника. Вышли новости, то, что у нас там Соединенные Штаты типа будут отменять уже разные пошлины. Типа, что Трамп все это дело делает нелегально. Законы не позволяют сделать такие пошлины. Эти пошлины только применяют тот момент, когда там какие-то экстренные случаи, а здесь просто получается, что Трамп воспользовался своим положением и решил ввести эти пошлины. В дальнейшем, типа, может быть такое, что отменят эти пошлины. Треугольник у нас здесь остается актуальный еще. Также мы видим то, что у нас, хоть и треугольник уже потихоньку начинает ломаться, у нас здесь присутствует вот такой вот восходящий клин. А восходящий клин зачастую пробивается вниз. Он пробивается вниз. Надеемся, что этого у нас, если произойдет здесь огромное пробитие какое-то, то будет не сильная коррекция. Я думаю, что эфириум удержит. Хоть и эфириум относительно доллара вообще ничего не показал, но у нас же лонги эфириум относительно битка и курс эфириума относительно биткоина вчера у нас показывал какие-то телодвижения. А какие у нас здесь были телодвижения? Так, эфир относительно биткоина. Здесь, в принципе, что у нас? Вообще, такое все, просто капец, просто капец. Эфир относительно битка, просто скатился, смотрите.
Просто скатился. За этот весь период времени, с 14 мая буквально, я давно не рассматривал эфир относительно битка. Это у нас эфириум, это эфириум классик. Извиняюсь, я думаю, что такое, что такое? А ну давайте мы добавим эфириум классик, эфириум нам нужен. Думаю, что за график такой, ё-моё. BTC. Думаю, вчера было там движение, смотрю, что-то на такое, все такое выглядит. Вот. Здесь у нас аналогичная ситуация. Мы подошли к трендовой линии. Вчера у нас было первое касание трендовой линии, второй трендовой линии. Первую трендовую линию мы пробили, здесь закрепились, поскользили, и удар выше был. И в принципе, вчера у нас было здесь первое касание. Все-таки здесь выглядит все довольно круче относительно битка выглядит эфир, чем относительно доллара, потому как у нас здесь сохраняется треугольник. Нет у нас здесь клина, а на данный момент треугольник. И вот вам результат. То, что хоть эфир относительно доллара ничего не растет, но зато он показал хороший рост относительно битка. И нужно, конечно же, лонговать было относительно биткоина, а не относительно доллара. Вот что. Лонговать можно на бирже Pionex. Ссылка есть на данную биржу в описании под видео. Также все ссылки есть в описании под видео, как телеграм-канал, телеграм-чат и биржи, которыми я пользуюсь, можете воспользоваться тоже. Там вам будут разные бонусы. Ну, у нас здесь есть сильнейший блок сопротивления по эфиру относительно биткоина. И этот блок у нас берет свое начало буквально с января 2025 года, когда начались эти все качели с Трампом. Нам, наверное, будет очень тяжело пробивать этот блок. Не очень быстро здесь у нас будет пробитие. Также давайте мы посмотрим комментарии. Здесь у нас есть комментаторы. Переходной цикл обнуления старых криптонов и новых халявщиков в альтах. Да, конечно же, так и будет, в принципе. С всех сторон будильники звонят. Я уже не знаю. Иногда так утром встаю, писать эти ролики. Для вас пишу, конечно же, чтобы была максимальная поддержка у меня на канале. И лайки, подписки, комментарии. А иногда просто-напросто хочется это все дело забросить, закинуть. Ничего не хочется уже делать. Просто надоело. И вообще даже не снимать эти ролики. Есть такие мысли иногда. Ну, не знаю. Буду себя переборивать. Нужно, короче, себя перебороть. Сбросить с себя эту лень. Итак, здесь у нас поддержка, лайки, смайлики. Видно, крупный капитал зарабатывает, а мы с рисковыми альткоинами сидим и ловим дно за дном. Да, дно за дном. И сейчас, если биток будет корректироваться, смотри, если у нас биток, не дай бог, он начнет корректироваться, допустим, ниже, чем линия ПОК, это 96 тысяч долларов, то просто альта посыпется обратно. Это просто капец. И, как говорит тут один комментатор, халявщики будут обнулены. Видно так, ничего манипулятор на ничего, манипулятор не вечен, он тоже захочет заработать, надо просто ждать, рано или поздно рост будет. Да он зарабатывает на фичах, зачем ему тянуть на какие-то там иксы? Не слушайте никого, что там будут какие-то крупные иксы или еще что-то, но это не позволит капитализация рынка. У нас нету притока капитала. У нас нету притока капитала. И зачем ему тянуть на колоссальнейшие иксы? Смотрите, вот шортистов броет за час. Вот у нас лонгистов броет за 4 часа. За 12 тоже. За 24 часа тоже поврили лонгистов. Все. Смотрите, лонгисты преобладают в выбривании, чем шортисты. Шортисты вообще минимально броются. Люди ожидают всегда рост. И это ошибка. Это ошибка, потому как люди хотят увидеть иксы, встают в лонги, а их просто выбривают. Вы посмотрите, вот, лонги просто выбриты, все лонги. Что это за бычка? Когда выбриты все быки просто-напросто. Один раз здесь было, это вот шортистов побрили буквально 8 мая. Все. Это инсайдерская торговля. Шортисты это инсайдеры, потому как они знают, где стать шорт. А лонги все ожидают и все будут вставать в лонг. Думают, что PancakeSwap улетает, блин, на 30 иксов, да.
смотрим там какое-то видео в ютубе, там, эти альткоины незабываемые покажут рост там в 2025 году. И все залетают туда и покупают, а потом полное разочарование в этом всем. Манипулятор вечный. Так, вообще холд. Да, конечно же, холд. Холд. Движение куда? To the moon. Ну, сейчас на данный момент движение готовится на коррекцию. Вот что. И на коррекции нужно будет так, полностью в эфире, на всю котлету, как спот, так и лонги по фьючам. Вот. Лонги по фьючам, у него есть лонги на эфириуме. Мой take profit стоит на 6500, выйду полностью с рынка, хотя сам эфир может до 10к дойти в этом цикле. Ну, посмотрим. Дальше. Настроение такое, как будто бы вот-вот опять побреют. Медвежий ПТСР на лицо. Соцметрики на нуле. Наверное, на таком сентименте и должен быть рост. Когда появится уверенность, тут уже... когда появится уверенность, тут и нужно насторожиться. Главное вовремя понять. Когда этот рост, мы никак его не видим. Не работает. Уже 3 года держу, толку нет. Наверное, что-то должно произойти на рынке, чтобы начался альт-сезон. Например, обнуление 90% мусора на рынке и делистинг с бирж. Весь вопрос в том, рост будет до регуляции или после. Вот это вот да, вот это интересно. Если будет... Да уже и так, смотрите, полностью делистинг идет с бирж. Монетка Самоед делистится с бирж. Давайте мы посмотрим. Так, доминация биткоина опять продолжает потихоньку расти. Находимся мы, продолжаем в восходящем тренде. Вот, восходящий тренд по доминации битка. Падений нет никаких. И если глобально мы посмотрим, то мы здесь уже потихоньку начинаем направляться вверх. По всей видимости, мы пробьем этот блок сопротивления. Это блок у нас 64,5%. И пойдем обновлять хаи. Вот. В этом цикле у нас полностью слом всего, потому как доминация уже должна была падать камнем вниз. Еще буквально с декабря-января мы уже должны были откатывать по доминации биткоина. Вот у нас шаблон бары 2021 года и шаблон бары 2017 года. Но в этом цикле мы видим иное. Доминация продолжает ползти вверх. И до трендовой линии, это у нас, конечно же, 62%. Еще очень далеко. Очень далеко. Здесь нам еще падать примерно на процентов 5, по всей видимости. Да, 5% для того, чтобы пробить эту гребаную трендовую линию. Но не факт, что если даже мы ее и пробьем, у нас будет здесь откат и падение камнем вниз. Вот здесь у нас тоже собиралась падать доминация. Да? Все крупные блогеры-инфлюенсеры обосрались. Может быть такое, что и я обосрался, я не знаю, но я молодой участник рынка. В принципе, предполагал, что у нас будет сценарий, как и в прошлых циклах, будет откат доминации биткоина где-то в начале весны 2025 года. Но мы этого не увидели, все. Цикличность у нас здесь сломалась. Осталось одно единственное событие у нас на этом рынке, это 520 дней после халвинга битка. Все. От 520 дней у нас как раз будет в 20 числах сентября. После халвина битка. А вот если поточнее, давайте мы померяем. Тут у нас дневка. Вот у нас халвин биткоина. И это у нас было 19 апреля. Халвин биткоина. Оп. И 520 дней после халвина битка. Да? Вот давайте мы померяем. Сейчас вот это вот мы увеличим все это дело. 19 апреля. 520 дней после халвина битка. Вот. 525 дней. 28 сентября. 23 сентября у нас будет 520 дней после халвинга битка. Все, вот сюда дотянем. Дальше что еще ожидать на этом рынке? Если у нас есть какая-то цикличность, 4-годичные циклы, мы уже 4 года. 18 мая 2021 года у нас был прошлый пик бычьего рынка. По RSI это подтверждение было то, что биток поставил истинный пик 18 мая, а осенью там был отскок в принципе. И вот 18 мая ровно произошло 4 года, как прошло после прошлого пика. Биток тоже поставил в принципе свой пик
Остался, я думаю, что небольшой импульс вверх для того, чтобы выбрать шортистов и полностью погружаться вниз на медвежку. Это еще одна единственная надежда. И то, что подключат альтсезон в этот момент. Но этого альтсезона мы не видим. Альта просто в сраке. Просто в сраке. Доминация битка не падает. Цикличность у нас уже здесь сломлена. И она уже буквально начала ломаться, когда биток пошел на перехай до халвинга биткоина. В дальнейшем, я думаю, что если у нас будет цикличность сломлена, халвинг биткоина вообще полностью отпадет как потребность какого-то анализа. Если мы, в принципе, будем по биткоину торговаться как золото, например, погружаться биткоин сильно не будет на коррекцию. Он может погрузиться, ну, к примеру, там на 50%, на 45%, да, мы погружаемся на 45% на коррекцию, это 60 тысяч долларов, как на золоте. В дальнейшем опять у нас будет восходящее движение, и биток будет длительный период времени ходить в таком себе вот боковике. Если вот мы посмотрим, вот так вот мы все это дело увеличим, то в принципе биток здесь ходит просто в боковике, начиная, допустим, с вот этого вот периода времени где-то, с 2020 года, то мы здесь ходим, ну, небольшая доходность, да, 471% движения. Это небольшая доходность по биткоину. Но выбривается большое количество участников рынка. Просто бритва беспощадная. А биток просто себе ходит, там показывает какую-то волатильность. Нет уже никаких альтсезонов, и в дальнейшем этого и не будет уже, по всей видимости. Все, на этом всем закончилось. Это эпопея с этими альтсезонами. И доминация битка будет себе ходить там тоже, ну, вот так будет себе здесь ходить там 70, 62 там в боковике. Ну и все, в принципе. Вот. И на этом все у нас закончится. Криптоэпопея, вот это вот всеми этими альтсезонами, там, иксами 30, 20, 40, 100 иксов, как многие говорят, что там будет 100 иксов, какие там 100 иксов будет. Ну вот, вы видите у себя на портфеле эти 100 иксов, покупаете альткоин, а он вам, короче, делает просадку, как он. Зачем далеко брать? Открываем, вот PancakeSwap я хотел посмотреть, открываем альткоины и смотрим, да, смотрим монетку Оки. Вот. Одна из таких себе эпопей у меня на портфеле. Вот, монетка Оки. Открываем Оки и смотрим. Эпопея на альтсезон. Эпопея у нас на 1000 иксов там или еще что-то там, да. Смотрим. Оки. Шикарнейший инструмент. Просто он нужный. Это типа L2 решения. Это тоже какие-то там супер технологии, они нужны, просто конче заспа, как они нужны, просто конче заспа. Смотри, листинг у нас, да, я его покупаю, после листинга на коррекции вот здесь вот 92%, да, ну куда уже падать, да, вот у нас зона листинга 2.06, вот у нас коррекция, мы опустились даже ниже зоны листинга, все, нужно покупать, ну, нормальная коррекция же там, да? 90%. Нормальная коррекция. Почему бы не взять бы инструмент молодой? Только вот листинг произошел, да? Мы его покупаем. Дальше будут 100 иксов. Ну, просто 100 иксов будет. Я его купил на 1000 долларов вот здесь вот, да? Я его купил на 1000 долларов. На тебе. Коррекция 99%. У меня на балансе 1,5 бакса, чтобы ты понимал. У меня на балансе 1,5 бакса. Вот. До момента делистинга с точки входа вот здесь вот на балансе 1,5 доллара осталось. Вот. Все, здесь делистинг просто. Нет никакого движения, нисходящий тренд. Все. Здесь делистинг. 1,5 бакса. Такие вот технологии. 1000 долларов просто соскамили. Просто соскамили 1000 долларов. Благо, там у меня было 1000 долларов, не более. Ну и сейчас, конечно же, да, рост. Здесь, конечно же, да, рост. Вот тут у нас просто рост. На 448%. И покупка была вот здесь вот на 1000 долларов. Вот здесь нужно было на 1000 долларов опять усреднить, чтобы поймать здесь каких-то 2 икса или 3. Но кто здесь будет покупать на 1000 долларов проект, который делистнулся? Ну, я не знаю. Ну, это бред.
Вот и все. Такие вот эпопеи, такие вот альтсезоны. Монетки, конечно же, монетки-конфетки соскамили наш депозит. Также есть большое количество монет, которые знатно укатались. Ultima вот, минус 42%, XRPH минус 15% за 7 дней. S-Trump, Лай, Евмос минус 7, Томми минус 32, Мавия минус 22, Бензи, Рес минус 26. Рес покупал, да? Просто капец. Усреднял, дал Binance бесплатно. Думаю, возьму чуть прикуплю, пускай себе будет. Позиция маленькая. Прикупил. Начал усреднять. По 50 центов усреднил я РС. Сейчас уже в диапазоне 1 цент. 1 цент, представляешь себе? Это просто трэш. Ладис тоже откатила. Ну, это просто трэш. Также самоед. Где у нас самоед? Делистинг на бирже OKX. Топовая биржа. Самоед, короче говоря, который там собирался быть $1. Самоед. Пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста. Минус 75% с вчерашнего дня. Самоед делистят на бирже OKX. Кому интересно, у кого есть самоед и у кого он хранится на бирже OKX, что нужно сделать? Или обменять самоед, это называется продать. Или, конечно же, нужно взять, вывести самоед на холодный кошелек или на другую биржу, где он торгуется еще. На каких биржах он торгуется? Давайте мы посмотрим. Gate, OKX, BitGet, KuCoin. Ну, все, в принципе. Ну, я вывел на холодный кошелек. Ну, все, вот делистинг. Тренд, конечно же, самоед показал хороший в 2023 году. Казалось бы, да. Ну, рост будет. Откат там в диапазон 2.08. И дальше продолжение роста. Там, пускай там к зоне листинга. Ну, нет, не дали. Не дали. Здесь нужно было продавать самоед полностью, выходить. Но никто тогда не продавал. Ну, некоторые люди покупали, прокатались на нем. В 2023 году там в чате, в Телеграме у меня был человек, который поднял на нем хорошие бабки. И потом где-то исчез. Наверное, выехал на Бали. Вот так вот. А он там хорошо раскачал свой деп. Хорошую сумму притом приподнял. Вот так вот. Ну, самоед будут делистить. Не знаю, что дальше произойдет с этим. Но пока что мы удерживаем нижнюю часть. Вот. Не пробили, особо не падаем. Но я думаю, что он может тоже потекти просто вниз. Также просили посмотреть PancakeSwap. Самоед 10 миллионов капитализация. Ну, просто ни о чем. $1000 тоже похоронил. Просто капец. PancakeSwap. Просили посмотреть PancakeSwap. Давайте мы посмотрим PancakeSwap. Просто аж тошнит от этих криптоактивов разных. 819 миллионов капитализация. Но капа не такая, как в PancakeSwap. Это у нас свапалка. Я думаю, что ее делистить не будут. Binance, Bybit торгуется, Gate, MEX. Там есть инвесторы. Инвесторы у нас это Binance Labs. Какие иксы, неизвестно. В 2020 году у нас все это дело было. Один инвестор это у нас Binance Labs. Ну и, конечно же, иксы. Инвестиции здесь у нас неизвестно ничего. По каким иксам заходили и какие здесь иксы. У нас PancakeSwap, он имеет инфляцию. И очень это негативно сказывается у нас на графике. Был нисходящий тренд, мы его пробили. Рисуют здесь боковик. Рисуют боковик. Удерживают все-таки они здесь хорошо вот эту вот линию поддержки. Здесь у нас были два молота, откупили все. Ну, я думаю, что Pancake может прийти в диапазон $13. Может он, если будет хороший альтсезон, вот 13 баксов просто он сюда вот может прискакать. С текущих здесь, конечно же, очень большие риски. 568%. Может кто-то здесь выйдет в ноль. Тот, кто покупал PancakeSwap. У меня его нету. Тоже здесь есть сигнал. Ну, хэшрибанс у нас в основном относится только к битку. И даже вот
движение мартовское. В принципе, здесь было небольшое движение. В марте хоть и дал сигнал хеш-рибанс, но 55% можно было бы забирать. Ну, альткоины вообще для того, чтобы забрать на них 55% и в них заходить, это просто ни о чем. Это просто ни о чем. Я считаю, что не стоит этого делать. В принципе, вот так вот. Нужно дожидаться полной развязки событий с битком до сентября. И тогда скинуть все, что находится в портфеле по поводу этих альтов. Потому как в дальнейшем просто, ну, будут скамить и все. Соскамят вас. Не знаю, что дальше будет. Есть несколько скамов у меня в портфеле. Монетка Оки тому... Ну, Оки, конечно, да. Также есть и GMT. Очень сильно укаталась. Очень сильно укаталась она. И я не знаю, что там с ней произойдет. Дальше там хоть и разные показывают партнерство, еще что-то туда-сюда. Но в дальнейшем видно, что GMT уже торгуется на диапазоне 5 центов. Летом, буквально год тому назад, было в диапазоне 50 центов. Ровно год тому назад было в диапазоне 50 центов. Минус 10 иксов. Ну, ты с нее не выйдешь, все. Навряд ли здесь увидишь какой-то памп. Пиксель, минус 16%. Альта начинает потихоньку сыпаться. Биток идет на коррекцию, альта начинает сыпаться, и доминация биткоина начинает опять же преобладать. Axie Infinity. $10 была, да, осенью. Уже 2 бакса. Вот. Крупные блогеры говорили, что Axie Infinity показывает силу, нужно ее покупать. В дальнейшем там рост куда-то на $11. По $9 нужно покупать, потому как она будет идти на $11, да. Что мы видим здесь? Ну, мы видим продолжение боковика. В ноябре вот здесь вот говорили, что нужно покупать на пробой. На пробой, потому как у нас мы будем пробивать вот этот вот фитиль. По 9 баксов нужно ее приобрести вот здесь вот на коррекции. Вот у нас рост. Типа вот коррекция. И здесь вот по $9 мы заходим. И у нас будет пробой 100% роста. Вот, ну вот вам пробой. Вот кто зашел на пробой, сейчас уже имеет просадку. Было в моменте 76%, а сейчас 70% просадки. Минус 3 икса. Шикарный вид. Просто шикарнейший. Притом, это у нас игровой токен, и он может вас в дальнейшем соскамить. Очень нужно быть аккуратным. Там есть еще иксы колоссальнейшие. Вот если мы посмотрим, здесь 13 иксов. Падать ему есть куда. Так что смотрите, будьте очень внимательны. Ну что, в принципе, вот такие вот у нас движения. Комментарии мы почитали. Я думаю, что биток здесь будут готовить к коррекции на недельки-две. Комментарии я все пересмотрел. Просили посмотреть Pancake. Посмотрели еще мы Оки, Axie, Самоед, эфир относительно биткоина. Ну и, конечно же, лонги. До психологической отметки по лонгам эфира очень еще, в принципе, у нас далековато. Мы здесь только закрыли, если мы посмотрим, закрыли буквально 35% лонгов. Еще здесь есть движение. Психологическая отметка, где, в принципе, нужно будет паниковать, если мы опустимся вот этот красный блок, а это еще на 75%. Это лонги относительно эфира. Эфир относительно биткоина. Ну, я думаю, что здесь паниковать здесь не нужно. Они здесь могут начать раскачивать что-то. Надеемся, что это произойдет. Если нет, быстрое будет закрытие. Нужно будет покидать позиции. Вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями, ибо данный контент только для вас, дамы и господа. Всем пока.